Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Вы и он. Отношения сегодня». Мы посмотрим, что же между вами происходит, что с вашей стороны и что со стороны вашего загаданного человека. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте, пожалуйста, свою. Кому нужно, ставьте на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, что же происходит на сегодняшний день в ваших взаимоотношениях с загаданным человеком. Итак, первая позиция. Что между вами сейчас творится? Что между вами? Вы знаете, такое ощущение, что между вами нет союза. Здесь нет какого-то статуса у отношений. Вы сами по себе, он сам по себе. Каждый из вас, он фактически автономен, либо же состоит в каких-то других отношениях. И то, что происходит между вами, это что-то такое необъяснимое, когда вы друг друга очень цепляете, вы друг друга очень сильно маните, притягиваете, но здесь нет какого-то определения для того, что происходит между вами. Карта Дьявол – это символ неопределенности, это символ того, что вы знаете, вот с одной стороны, вы как будто связаны чем-то невидимым, с другой стороны, здесь нет возможности выстроить какие-то, вот знаете, структурные, стабильные отношения. Давайте посмотрим, в чем дело, почему, что с вашей стороны, что с вашей стороны. Вы знаете, вы вполне не против того, чтобы с загаданным человеком как-то вот продолжать и развивать отношения. Но здесь такой момент, карта правосудия. Скорее всего, вы состоите в других официальных отношениях. Вот первая позиция именно про то, что отношения между вами и тем, на кого вы смотрите, они тайные, они неопределенные. И в первую очередь здесь не свободны вы. Вы при другом человеке, вы при другом союзе. Но здесь факт в том, что другой союз, другие отношения, они фактически являются некой такой оболочкой. Здесь не тот другой человек вас держит, а сам статус, да, то есть это, как правило, либо брак по расчету, либо брак, в котором уже бытовуха, когда уже не так сильно вы с партнером держите друг друга. И поэтому вот тот человек, на которого вы смотрите, он вас очень притягивает, он вас очень заинтересовал. И вы, конечно, не против. Вы, причем, знаете, тот человек, на которого вы смотрите сейчас этот расклад, он вас достаточно давно как-то притягивает. Вы либо давно знакомы с ним, либо достаточно давно обратили на него внимание. И, в принципе, здесь есть такой момент, когда вот я хочу быть к нему ближе. Вот я понимаю, что здесь ограничения, обстоятельства, ситуации сложные, но я его должна заполучить. Его внимание, его подарки, его какие-то, знаете, жесты. Вы прям уверены в том, что вы сможете это получить и продлить на такое время, на которое вам нужно. Вы хотели бы, чтобы это длилось долго, длилось постоянно. При всем при том, что другие официальные отношения, да, те, в которых вы состоите, вы не планируете их как-то вот разрушать. Но вы готовы поговорить по душам с тем человеком, на которого вы смотрите, для того, чтобы как-то, вот знаете, прояснить ситуацию. Давайте посмотрим, что с его стороны. Что с его стороны? Ой. Он прям понимает, что вы лучше всех, никуда не хочет вас отпускать. Вы знаете, он такой интересный товарищ. Во-первых, нужно сказать, что ему до романтики далеко. Это вы чувственный, это вы романтичный, он больше прагматик. Причем, вы знаете, у него вся проблема в том, что, с одной стороны,
Он не хочет вас терять, он ни в коем случае не хочет вас отпускать, вы его сокровище. Он прям, знаете, он чувствует, что такие знакомства, как его знакомство с вами, они просто так не случаются. Это что-то такое судьбоносное, это что-то, где вы можете друг другу чему-то научить, друг друга чему-то научить. Ни в коем случае не хочет вас терять, не готов. И он понимает, что вы лучше всех тех женщин, которых он вообще имел возможность знать. Вы красивее, вы умнее, вы мудрее, вы лучше во всех качествах, во всех отношениях. И он уверен, что для того, чтобы выстроить какие-то другие уже отношения, да, не с вами, с кем-то другим, он не найдет такую, как вы. Он понимает, что вы лучше, он видит все ваши достоинства. И вы знаете, с одной стороны, он в сослагательном наклонении, да, то есть если бы, вот если сложились бы какие-то ситуации, обстоятельства, я бы готов был бы что-то поменять, но не своими руками. Он уповает на судьбу, он уповает на, знаете, вот какие-то стечения обстоятельств. Вот если ваш этот постоянный партнер куда-то денется, подвинется, или вот как-то иначе сложатся обстоятельства ситуации, он, конечно, будет готов вас себе присвоить, забрать, сохранить и, возможно, даже вот куда-то далеко с вами идти. Но на текущий момент, покуда эти обстоятельства еще не произошли, не сложились, он просто вот будет вас держать, беречь, не будучи готовым идти навстречу каким-то переменам. Да, совершенно верно. Карта императора на обороте, это, знаете, символ того, что у вас сейчас есть вот свой какой-то другой мужчина, он не будет с ним соперничать, он не будет свергать его с трона. Вот если судьба распорядится, вот как-то подвинуть вашего постоянного спутника, он, да, он с удовольствием станет вашим императором. Он возьмет на себя ответственность. Он действительно такой человек, на которого можно положиться. Но до тех пор, пока вот эти вот обстоятельства, высшие силы вот в них не вмешались, он не готов. Он не будет этого делать, он считает, что пусть все будет вот своим чередом. А давайте посмотрим, к чему вы придете, вот к чему вы движетесь, да, поскольку отношения сегодня, к чему вы сегодня идете, исходя из текущей позиции. К чему сегодня вы идете? К союзу. Двойка кубков. Восьмерка кубков. Вы знаете, какой-то период времени вы будете... Ой, ну смотрите, ну здесь чувства. Здесь на самом деле, несмотря на то, что он не романтик, чувства между вами есть, и они взаимные. И до тех пор, пока вы будете в своем постоянном союзе, в своей семье, вы с тем, на кого смотрите, будете на расстоянии, да, то есть где-то переглядываться, пересматриваться, но чувства у вас есть. И здесь, знаете, то ближе, то дальше. Возможно, даже разлука в ближайшее время у вас какая-то ожидается. Но по восьмерке кубков, как правило, мы из этой разлуки выходим, мы возвращаемся к тому, от чего пришли. И вы знаете... Еще раз повторюсь, до тех пор, пока вы будете в своем союзе, здесь между вами будет определенная дистанция, но с наличием чувств. Здесь действительно чувства взаимные, и человек, прям, знаете, он ощущает то же, что и вы. Здесь взаимопонимание, здесь гармония, здесь желание, стремление быть ближе. Просто вот определенные рамки не позволяют ему сейчас брать на себя вот эту ответственность, да, то есть вершить вот это правосудие. Он уповает все-таки на судьбу. Но, тем не менее, здесь вы, скорее всего, знаете, здесь либо служебный роман, либо такая ситуация, когда вы связаны общими какими-то делами и целями. И вот эти общие дела и цели, они будут вас объединять и будут способствовать продолжению вашего общения, вашего взаимодействия. Но в ближайшее время здесь, видите, вот пока у вас семья, да, пока вы в семье, пока вы в стабильном союзе, у вас все будет на некой такой дистанции, на неком расстоянии. Тем не менее, друг другу вы дороги. Здесь вот должно что-то свершиться, случиться, и тогда, собственно, можно говорить о каких-то переменах у первого варианта, у единичек. Вот такая у нас ситуация получилась. Тем не менее, мы знаем, что человеку вы дороги, и он вполне готов как пионер, но нужно дождаться определенных обстоятельств. Итак, двоечки. Вторая позиция, вы и он, отношения сегодня. Что между вами вообще происходит? Что между вами? Так.
активно развиваются ваши отношения. Прям вот вы знаете, такое чувство, что как-то все молниеносно началось, закрутилось, завертелось. Это прям, знаете, как импульс, как вспышка какая-то. И пошло, пошло, пошло. И порой даже, знаете, вот хочется затормозиться. Это как съезжаем на велосипеде, да, с горки, и нас ускорение движет вперед, а мы сопротивляемся. На самом деле здесь есть и моменты, когда вы сами боитесь вот этой вот спешки, вот этой скорости, но вас бешено тянет друг к другу. Другое дело, что здесь через эту страсть идет некое такое сопротивление. Давайте посмотрим, почему, что с вашей стороны к нему, что с вашей стороны к нему. Опять десятка кубков, опять семья. Слушайте, а здесь, похоже, мужчина очень прям к вам стремится, он прям вожделеет. Здесь кто-то не свободен, скорее всего, не свободны вы, и вы здесь сторонник того, что надо повременить. Вы здесь сторонник того, что нужно немножечко подождать. Вы при другом мужчине, совершенно верно. Вы при других отношениях, но здесь знаете, какая ситуация? Когда вас так или иначе будут связывать какие-то обстоятельства. Это работа совместная, это дела какие-то совместные. И вы с одной-то стороны не против, но с другой стороны вас это несколько настораживает, вас это несколько пугает. Вы понимаете, что по каким-то совместным делам вам придется взаимодействовать, но вот как-то совмещать, да, вести двойную игру вы как-то не готовы, вас это пугает и настораживает. А что с его стороны? Что с его стороны? Он вас очень хочет. Здесь страсть, она вперед него бежит. И он чувствует себя, знаете, вот в таком состоянии безысходности, карта повешенная, я сделать ничего не могу. И он действительно отстраняется. Здесь такое чувство, что вас обоих тянет друг к другу, и вы оба препятствуете вот этому притяжению. Вы здесь не свободны. Вторая позиция для тех, у кого не свободна женщина, вот, которая смотрит. Да? Ну, чаще просто женщины, девушки смотрят, поэтому, собственно, с позиции женской трактую. Поэтому здесь тоже, да, вы при другом мужчине, вы при других отношениях, безумное притяжение с этим человеком, оба сопротивляетесь, но вас будут как-то, вот знаете, объединять обстоятельства, общие какие-то цели и задачи, когда вы вынуждены взаимодействовать. Давайте подробнее посмотрим его, а чего бы он хотел-то, помимо страсти-то, он к чему-то вообще готов? Потому что здесь по отшельнику отстраняется и боится конкуренции. Такое ощущение, что он соперничать просто не готов с тем человеком, с которым вы находитесь вот в так называемых отношениях. Да вы знаете, он бы хотел, конечно, взять инициативу. Понимаете, он ждет сигнала от вас. Он ждет сигнала от жезловой королевы. Здесь вы. Это жезловая королева. Здесь, знаете, такой момент, когда ему нужно быть уверенным в том, что вы ждете каких-то поступков от него. Он у вас не из робкого десятка. Другое дело, что он не хотел бы навредить вашим взаимоотношениям и испортить вашу репутацию и свою в том же числе, да, то есть здесь цепная реакция пойдет. Если что-то вдруг закрутится, завертится и выйдет из-под контроля, то будет не очень хорошо всем. Поэтому его, конечно, очень к вам тянет, но он ждет от вас какого-то сигнала о готовности, о том, что давай, если ты не против, я буду стремиться, я буду стараться что-то делать. А что бы хотел? Но здесь про любовную связь. Здесь не про те отношения, в которых он готов будет брать ответственность за вас и за ваши взаимоотношения. Возможно, в дальнейшем, но пока вот он вашу стабильность нарушать не планирует. Если с вами взаимодействовать, то в любовном формате, где и ваши, и его границы будут соблюдены. Вы автономны, он автономен. И вы знаете, с одной стороны, это связано с тем, что есть вот некая такая стабильность, да, стабильный формат общения между вами. Это либо вот сотрудники, коллеги, либо еще какие-то сферы деятельности, в которых вы так или иначе задействованы с ним.
Поэтому здесь, конечно же, он хотел бы с вами взаимоотношений, но я не могу сказать, что он вот прямо здесь и сейчас стремится во что-то более серьезное с вами. Здесь вот именно такая любовно-романтическая связь. Возможно, он чувствует себя, знаете, просто недозревшим пока. Возможно, он не желает, опять же, вступать в это противостояние с тем человеком, с которым вы находитесь в отношениях. А давайте посмотрим, к чему же вы в ближайшее это время идете, потому что сегодня же у нас отношения, вот сейчас из текущей позиции, к чему вы придете? Десятка мечей. Здесь неопределенность. Здесь, если отношения, то будут только тайными. Очень много страхов, очень много сомнений. Притяжение здесь есть, но здесь не хватает столько смелости, сколько нужно было бы. Да, с одной стороны, ждет человек от вас сигнала, с другой стороны, даже этот сигнал, он его не приободрит настолько, чтобы, знаете, вот прям максимально все взять в свои руки. Все равно будет это тайный формат, все равно здесь будет присутствовать двойственность, очень много страхов, очень много сомнений, причем страхи и сомнения здесь с вашей стороны, здесь, понимаете, вы по рыцарю мечей как будто вот отказываетесь, нет, 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 я в это не пойду, я не хотела бы в этом участвовать в таком, знаете, в неопределенном формате. Вам важно, чтобы ваша позиция была заведомо выигрышная, чтобы вы не потеряли ни в деловых отношениях, ни в личных отношениях, ни в собственной репутации. Вы женщина, которая руководствуется разумом, а не чувствами. Вы мыслите логически. Есть люди, которые теряют голову от каких-то импульсов. Вы голову не теряете. Вы, те, кто смотрите, понимаете, чем все это чревато. Поэтому, да, человек вас вожделеет, и здесь дикое такое притяжение, но здесь, знаете, получается хождение по кругу, да, замкнутый круг. Он ждет какого-то сигнала от вас, вы мыслите логически, размышляете головой, понимаете, что это вам принесет только какие-то проблемы. Он видит, что этого сигнала нет, поэтому здесь вот как хождение по кругу, что-то такое хаотичное, неопределенное. Если говорить про отношения, это только лишь тайный формат, это только лишь ситуация, которая, собственно, ни к чему не приведет, потому что очень он вас хочет, но вот про ответственность здесь пока не особо, здесь пока больше про получение удовольствия и про то, что ни к чему в итоге, вот, во всяком случае, пока не приведет. Итак, троечки. Двоечек благодарю за просмотр. Всех благодарю за внимание, за обратную связь. Теперь троечки. Вы и он. Отношения сегодня. Что между вами? Что между вами сейчас? Ой, здесь вообще у кого-то отсутствие общения, паузы, блокировки. Семерка мечей. На расстоянии как будто бы находитесь. Я не вижу того, что между вами могло бы быть что-то серьезное. Здесь блокировки, паузы, пребывание на дистанции, пребывание на расстоянии. Такое вот состояние, когда что-то вот все сложно, да, вот одним словом, все сложно. Но есть надежда и вера в то, что все будет хорошо. Такое ощущение, что вы помните, что человек вам доставляет удовольствие, он помнит о том, что ему было хорошо с вами, поэтому и у вас, и у него есть надежда на то, что все возобновится, все как будто бы вот восстановится. Давайте посмотрим, что с вашей стороны. Что с вашей стороны? Вы считаете, что здесь, как бы, знаете, уже все шансы-то потеряны. Опять десятка пентаклей, опять семья. Но здесь либо вы, либо он в отношениях стабильных, либо в браке. Скорее всего, это вы в стабильных отношениях. И у вас к нему есть симпатия, но вы ни на что серьезное по отношению к нему не готовы. Вот это была какая-то такая легкая романтичная история. Это было ради развлечения. Серьезного ничего вы предложить ему не можете, и от него также этого не ждете. Вам хорошо и комфортно в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь.
то удовольствие, которое вы от него получали, да, вы от него не откажетесь, но вы не готовы рисковать тем, что по праву принадлежит вам, и не готовы променять то, что принадлежит вам вот сейчас по праву, на вот эту вот романтику с загаданным человеком. А что с его стороны? Ой, у него прям туз жезлов, он прям стремится. Он прям очень... Вот здесь вообще возможно, что и вы не свободны, и он не свободен. Да? Здесь не треугольник, а четырехугольник даже может быть. Очень его к вам тянет. Очень. Да, совершенно верно. Здесь семьи прям со всех сторон. Дело в том, что он так же, как и вы, не готов терять свою стабильность, и на какие-то перемены вот в своей стабильности он не настроен. Но поскольку его к вам очень тянет, и он является собственником, он прям, знаете, вот моя, если когда-либо попали к нему в лапы или в поле зрения, он так просто вас не отпустит. И, знаете, сохраняя ваши отношения, свои отношения, да, вашу семью, свою семью, он бы хотел все-таки здесь не точку поставить между вами, а питать надежду на то, что возможен какой-то иной формат взаимодействия между вами. Хорошо, мы не любовники, но давай будем друзьями, давай будем коллегами, давай будем кем угодно, будем переписываться, перезваниваться, давай мы просто будем в жизни друг друга, потому что его очень к вам тянет. Если у вас легкая симпатия, да, такая вот влюбленность, такая по отношению к нему, и планы вы не строите, то он совершенно точно не хочет вас терять. Это все равно, что ребенку дать конфетку, а потом забрать. Это как? Это моя конфетка-то. И чувства, вот эти вот эмоции, вот эта вот страсть, этот огонь, который у него внутри горит по отношению к вам, он никуда не делся, он никуда не потух. Он с удовольствием пересмотрел бы формат вашего взаимодействия, но не отказываться от вас, не готов он отказываться, нет. Так, а как он вообще видит формат после трансформации? Это если общаться, то как вообще? Он что планирует-то? Ему очень нужны, понимаете, ему очень отношения с женщиной нужны, которая его бы любила. И вы знаете, он даже может в параллель с вами, вот имея семью, стабильные отношения, имея взаимоотношения с вами, он может еще какую-то даму, какую-то барышню себе искать, которая будет его обожать. Но он очень рассчитывает на то, что какая-то ситуация, опять же, страшный суд, это прям вот стечение обстоятельств, какая-то ситуация, которая не от вас, не от него не зависит, будет способствовать тому, что ваши отношения возобновятся. И можно будет как-то, вот знаете, выйти на связь, прийти с какой-то новостью, причем с приятной новостью. Может быть, эта новость будет по делу, может быть, это поздравление с праздником. И тем самым он сможет напомнить о себе. А как он вообще помимо этого-то хочет взаимодействовать? Да сам еще толком не знает, повешенный. Естественно, он готов красиво за вами ухаживать. Естественно, здесь чувства. И опять же, тайный формат. Это, знаете, вот из серии «Песня та же, поет она же». Да? То есть, от чего ушли, к тому же он и хочет вернуться. Он не готов вас терять, он готов под предлогом, что ну давай мы с тобой там какое-то дело вместе провернем. Давай, вот видишь, я там другую себе барышню нашел, давай с тобой дружить. И все равно он планирует в дальнейшем эту дружбу как-то вывернуть так, что она приведет вас к романтике. Такой хитрый товарищ, такой хитрый жук, конечно же. И вот эти блокировки, вот эти вот паузы он планирует как-то обойти таким образом, чтобы действительно это было вполне, знаете, таким логичным шагом, вполне таким осознанным, обоснованным шагом. А к чему вы идете, исходя из текущей позиции? К чему вы движетесь? Рыцарь мечей. Пока только выяснение каких-то предъявления претензий, выяснение обстоятельств. Вы знаете, здесь дело в том, что неплохо было бы обнулиться, неплохо было бы начать с чистого листа. И очень многое будет зависеть от того, как сложится ваш диалог. Потому что вот рыцарь мечей — это такое состояние, как претензий, да. То один не хочет, то другой не хочет, то один еще не высказался, то другой еще не высказался. Друг друга вы держите.
Друг друга вы держите и в голове, и в сердце, и везде, где только можно. Но дело в том, что здесь до тех пор, пока вот эти вот взаимные претензии не улягутся, здесь шаг в какой-то новый виток, он будет пока невозможен, потому что здесь неизвестно, здесь даже нет четкого понимания, в какую эту чистую страницу мы идем, в каком формате будет эта чистая страница. Все сводится к тому, что, смотрите, первосвященник, важно семьи сохранить, да, вы свою, он свою, вы свои отношения, он свои, плюс у кого-то еще может быть необходимость соблюдать субординацию. Тем не менее, здесь вы друг друга не теряете, но вот это возобновление такого полноценного общения, оно будет затягиваться ровно столько, восьмерка пентаклей, да, ровно столько, сколько будут длиться ваши взаимные претензии. Тем не менее, стечение обстоятельств, возможно, по работе, вас снова друг к другу подтолкнет. Мужчина здесь, конечно, очень хочет возобновления общения. Мужчина здесь очень прям стремится. Но, да, здесь будут восстановлены отношения ваши. Но здесь очень много, вот повторюсь, вот этих вот нюансов, очень много вот этих вот «но», которые будут являться теми самыми камнями преткновения. Вот такой вариант получился у троечек. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, подписывайтесь. До встречи с вами в новых видео.